с вами Оля, вы у меня на канале. В этом видео покажу вам пример рациона на день на калорийность 1300 килокалорий. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали, а також обязательно нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. А також, якщо ви з України, то обов'язково підписуйтесь на мій другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. А ще й підписуйтесь на інстаграм, бо там ще більш цікавого та корисного контенту. Итак, на завтрак у нас будут овсяные хлопья, здесь их 50 грамм в сухом виде, я еще с вечера замачиваю их водой, чтобы потом утром их не приходилось варить около получасу, как того требуется, а за ночь они как раз хорошенько набухают в воде, вода в соотношении 1 к 3, и утром я просто в течение 1-2 минут их разогреваю, и они уже полностью готовы, остается только немного соли добавить. Также приготовим омлет, хотя в принципе вы можете приготовить 2 яйца любым удобным для вас способом. Я добавляю еще немножко молока, примерно 30 мл, перемешиваю и на разогретой сковородке с небольшим добавлением масла обжариваю омлет самым обычным способом. Ну а теперь собираем это все вместе, омлет, овсянка, и также, конечно же, будем это еще дополнять, например, сыром. Здесь у меня 15 грамм, натираю его на терке, добавляю и к каше, и к омлетику, и также еще добавим свежие овощи. У меня 1 небольшой огурец и 1 небольшой помидор, всего где-то 150 грамм овощей. На приготовление такого завтрака у меня ушло около 10 минут, и он получился у нас максимально и сбалансированным, и сытным. Для перекуса я буду использовать гранолу, поэтому сейчас покажу, как я готовлю ее самостоятельно. Здесь у меня 200 грамм смеси орешков, я их немножко нарублю, чтобы кусочки были поменьше. Можно использовать целые орехи. Далее нам понадобится 300 грамм овсяных хлопьев, это все те же овсяные хлопья долгой варки. Добавляем к ним 50 грамм меда. А также добавляю 2 столовые ложки кокосового масла, это около 20 грамм. Хорошенько перемешиваем, мед желательно брать жидким, чтобы как раз хлопья у нас равномерно с ним перемешались. Далее добавляю сюда орешки. Также можно сейчас добавить любую другую начинку. Например, это могут быть семечки, сухофрукты, какие-нибудь еще другие орехи, может быть даже шоколад. Перемешиваем и выкладываем это теперь на форму, застеленную пергаментом, либо же на противень. Распределяем равномерным слоем. Тем временем духовка уже включена, разогреваться до 180 градусов. Будем выпекать гранолу в течение получаса, периодически ее перемешивая каждые 7 или 10 минут. У меня на выпекание ушло 30 минут, я 4 раза ее перемешивала, и в результате получилась в меру жесткая золотистая гранола. Главное ее не передержать в духовке, чтобы, конечно же, она потом была съедобной. Возможно, в вашей духовке она приготовится быстрее, поэтому в процессе обязательно проверяйте. Ну а саму гранолу я буду подавать вместе с йогуртом. Здесь 100 грамм греческого йогурта, 40 грамм гранолы, и добавляю сюда еще абрикос и клубнику, 150 грамм фруктов в общей сложности. Согласно меню можно было добавить еще ложку меда, но я решила не добавлять, мне и так достаточно сладко. Рацион в этом видео взят из моей программы питания «Летняя». В этом году я немного ее обновила и добавила в нее список продуктов, так что теперь во всех моих программах питания он есть. Также хочу обратить ваше внимание на то, что до конца этого месяца на нее будет действовать скидка, и меню самое есть в 2 вариантах, на 14 и 28 дней. В нем большое количество вкусных и простых рецептов из сезонных продуктов, так что кому интересно, ссылочку оставлю для вас в описании под видео. На обед сейчас будем готовить овощной крем-супчик. Здесь у меня 1 небольшая луковица, ее я нарезаю четвертькольцами. Далее понадобится 1 маленькая, либо же половинка большой морковки, примерно 70 либо же 50 грамм. Натираем ее на мелкой терке, либо же просто мелко нарезаем, как вам удобней. Разогреваю сковородку, добавляю немного масла и начинаю обжаривать лук и морковь. В течение 1 минуты на небольшом огне. Далее добавляю немножко воды
Убавляю огонь до среднего, накрываю крышкой и тушу так где-то еще 7 минут. Также нам понадобятся овощи. У меня цветная капуста, брокколи и стручковая фасоль. Свежая у меня только цветная капуста. К сожалению, брокколи и стручковой фасоли еще свежих нету. Каждого вида овощей у меня примерно по 100 грамм, чуть-чуть больше. Я разогреваю литр воды, довожу до кипения и добавляю овощи. Добавляю немного соли, готовлю под закрытой крышкой 10 минут. Тем временем беру один плавленый сырок весом 50 грамм и натираю его на мелкой терке. Когда овощи уже приготовятся, добавляю к ним зажарку, также добавляю тертый плавленый сырок, перемешиваю это все. Также добавлю сюда шпинат, у меня он замороженный, здесь 50 грамм, можно использовать, конечно же, свежий, либо же любую другую зелень. И в конце добавляем 100 мл сливок, у меня жирностью 10%. Накрываю крышкой и готовлю еще 5 минут. Теперь можно супчик перебить блендером, либо же можно этого не делать и есть его в обычном варианте, но мне все-таки он больше нравится в варианте крем-супа. Согласно меню, у нас к нему еще прилагаются хлебцы от 20 до 30 грамм. У меня они довольно тонкие, поэтому 3 штуки у меня весят чуть меньше, чем 20 грамм. Больше уже их брать не буду. И также беру авокадо. 30 грамм это примерно четвертинка одного крупного авокадо. Нарезаю тонкими кусочками. Выкладываю дольки авокадо на хлебцы, чтобы это выглядело чуть более эстетично, я их разминаю вилкой. Сверху добавляю немножко соли и перца, так авокадо получается вкуснее. На порцию у меня идет 400 мл супа. Всего количества в кастрюльке хватает на 3 порции. Вот такой легкий летний супчик у нас получился сегодня. На ужин буду готовить куриное филе своим самым любимым простым способом, так как я вообще не люблю готовить на ужин что-то сложное. Мне уже как-то немножко лень, хочется поскорее все приготовить, съесть и отдыхать. В общем, куриную грудку я посыпаю солью и специями для курицы с обеих сторон. При выборе специй для курицы обязательно смотрите состав, чтобы там не было соли, сахара, усилителей вкуса, чтобы там были только натуральные специи. Смазываю хорошенько курочку, и я буду запекать ее в аэрогриле. Это для меня самый удобный, самый простой, при этом самый вкусный вариант. Она получается очень сочная, хотя готовится элементарно просто. Просто кладем ее в чашу аэрогриля и ставим на 180 градусов на полчаса. Где-то минут на 20 я просто его переверну. Также на гарнир я сварила обычную гречку с солью и добавила немножко сливочного масла в конце. Как видите, грудка уже готова. Сейчас покажу, какая она у нас получается внутри. Можете заметить, что есть небольшая корочка, а внутри мясо очень сочное, мягкое, буквально разваливается на волокна. И при этом я не добавляла масла, хотя можно было немножко опрыскать обычным маслом. Я иногда делаю так, но в этот раз этого не делала. И как видите, мясо получается очень сочным. Ну а теперь собираем порционно. 100 грамм вареной гречки, 75 грамм мяса и добавляем еще как можно больше овощей. У меня тут чуть больше, чем 150 грамм. Здесь 2 средних помидора и, собственно, на этом мой ужин готов. Летом я предпочитаю как раз ужины делать чуть более сытными, чем обеды, потому что днем, когда жарко, не хочется кушать много, а вот вечером уже можно. На сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также подписывайтесь на канал, если до сих пор еще этого не сделали, и не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.